Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – мужчина по судьбе. Его имя, где вы с ним встретитесь, напутствующие знаки. Видео актуально только для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. Женщина очень красивая, приятная, ухоженная. Вам что-то говорят внутри, а вы этого не слышите. Вам доносятся какие-то кусочки информации, а внешние тоже быть какие-то источники, люди, ситуации в целом. Вы вот как запутались в чем-то или не слышите, потому что вы о чем-то переживаете. Грустите. У кого-то вот сейчас как потеря каких-то сил. Нет настроения, ничего не хочу. Нет желания просто ни на что. Но при том тут рядышком ваша звездочка, рядышком ваше желание ходит. Чуть-чуть поднажми. Но я не хочу сейчас ничего. Здесь даже кто-то и болеет. Я бы сказала, долгое время. И болеет тяжело, но он встает, что-то делает, то, что примитивно нужно сделать, но ни на что больше никак, да, он не хочет делать. Здесь еще присутствует такая некая апатия. Здесь, я бы сказала, еще женщина, которая очень чувствительная, интуиция здесь очень хорошо работает. И интуиция же вам подсказывает, но вы вот сейчас не хочу ничего знать, да, не хочу ничего слышать, ничего делать. Пропадаете в каком-то таком своем иллюзорном мире, притом сложном, грустном. Смотрите, вот здесь какая-то боль, здесь даже переживание. Здесь больше чувственная сфера. О любви, о мужчине, о отношениях каких-то. В голове это постоянно крутится. Вы даже на работе об этом думаете, в поездке думаете, в делах думаете о ком-то. Да, вы хотите уже любви. Вы не хотите просто, чтобы вас любили, вы хотите честных отношений. Честного отношения. Возможно, даже кто-то сейчас может находиться в паре, но вы не чувствуете. Вы на что-то, может, намекаете, но человек не понимает. Даете шанс, человек ноги вытирает, как без толку, как об стену горох. А у кого-то здесь вот одиночество и внутренней такой боли от этого одиночества. Вам даже вот не до звезды, да, не до желания какого-то. Притом здесь еще показывают такую энергию, когда стучат, но ты нас не слышишь, ты, значит, этого не хочешь. Когда вы этого не хотите, оно отдаляется, ослабевает. Вы это просили, вы это желали, вы это хотели. Вы рядом с этой мечтой находитесь. Здесь, возможно, умственная работа или работа, где много нужно думать у вас. Так хотите, чтобы кто-то протянул руку помощи или чтобы рядом с вами было плечо, на которое можно положиться. Нету. Даже вы совершали какие-то ритуалы, практики, вы об этом думаете всерьез. Кажется, что кто-то может вас двинуть с места, что все будет лучше. Если рядом будет кто-то, то я буду что-то делать. Пока вы не выйдете из этих мыслей ограничителей, вы не двинетесь с места. Здесь, я бы сказала, еще женщина, возможно, находится в замужестве, но ее не устраивают отношения. Она хочет двигаться куда-то дальше или, возможно, к новым отношениям. Или другого хочу мужчину, я не хочу этого. Или не хочу этих отношений. У кого-то может быть манипуляции в сторону вас. Или в отношениях вы испытывали манипуляции, вы больше этого не хотите. Вы хотите честных, правдивых отношений. Без всяких вот этих игр, манипуляций. Женщина должна так, женщина сяк. Вот я такая, и все. И вот ты такой, чтобы всех было видно вот как на прозрачную. И его, и вас. Вот так вот. Таких отношений вы хотите. Здесь кто-то хочет и родить, и семью, одеть подвенечное платье,
свадьбу, построить дом, иметь какие-то планы на будущее, а в одиночку не получается. Как бьешься рыба об лед. Здесь даже могут быть и отношения, но вот все равно вы бьетесь, как будто бы здесь сама вот эта вот рыба об лед. Нету рядом, да, не чувствуется этого. Что ты есть, что тебя нет. Проще кота завести, и то пользы будет больше. Так, кто находится в отношениях и не хочет этих отношений. Притом здесь и манипуляции есть, манипулятор. Человек себя очень сильно любит, уважает, возвышает, за счет вас выезжает. Вы, да, картинка, в которой человек ходит, хвастается. Здесь очень красивая женщина, ухоженная женщина. Притом здесь может быть даже так, что вы находитесь в паре, вы вкладываетесь в себя, вы сама себя делаете. А мужчина не вкладывается, он только хвастается. Вот у меня такая-то дама, которая сама о себе позаботится. Эгоист в комплекте с манипулятором. Вот так. Этим отношениям пришел уже конец. В душе он для вас, человек, возможно, умер, не существует. Не обращаю внимания, не беру всерьез. А кто-то уже давно-давно закончил с таким, как говорится, Г. Именно Г, потому что вы, возможно, можете называть его Г, да, или именно считать его, уже даже не считаться с ним просто. Он для вас вот все, нету, не существует. У кого-то здесь могло быть так, что у кого-то погиб человек, нету человека. У кого-то вот все мосты сожжены. Вы не хотите прошлое впускать. Притом, знаете, вот прошлое, возможно, возвращается в вашу жизнь, как по кругу, да, давай я вернусь, а может быть улучшится. Да ничего не улучшится, вы понимаете. Все будет опять так же, я уже проверяла. Вот, да, вот так вот. Вы элементарно просто хотите на сегодняшний день быть счастливой. Быть счастливой. Но знаете, счастье, оно живет внутри нас. Оно не где-то там. Никуда мы от себя убежать не можем. Хоть вы переедете, хоть еще что-то. Да, это как-то частично может восполнить что-то, помочь, но в целом от себя не убежишь. И счастье живет внутри нас. Хотим ли мы этого, это только наш выбор или нет. Быть счастливыми. Здесь я вам скажу, вы все равно как-никак в фортуне, да, вам везет. Вам по жизни везет. Вот вспомните моменты, когда кому-то не повезло, а вам очень сильно. Вас выбрали. Притом здесь, я вам скажу, вам практики в пользу. Вы человек, возможно, здесь может смотреть ведущая женщина. Знаете, такая женщина здесь, вот стой, не подходи. Есть такая, возможно, даже люди чувствуют, считывают информацию, да, что вы обладаете какими-то знаниями, побаиваются, возможно, даже вас, аккуратничают с вами. Я бы еще сказала, вы в спину что скажете, как скажете, так оно и будет. Пожелаете добра, будет по-доброму. Пожелаете вот чего-то плохого, будет плохое. Притом, знаете, аккуратно, потому что что-то бывает и возвращается. Вот так. Но притом здесь женщина такая, у которой очень сильное слово может быть, помимо интуиции. Так, давайте смотреть дальше. Мужчина по судьбе. Его имя посмотрим, где вы с ним встретитесь, какие знаки будут предшествовать вашему знакомству. Мужчина. Здесь человек идет из прошлого. Здесь человек, возможно, из прошлого, или которого вы в прошлом знали. Вы уже знаете этого человека. Человек, возможно, старше вас. Он всегда доминант, он всегда главный, он решает, он любит решать, он такой еще стратег, да, брать ситуацию в руки и решать важные вопросы, обеспечение. Здесь человек, возможно, где-то занимает какой-то пост высокий или имеет где-то авторитет. Здесь выходит император. Притом, знаете, вот показывают человек в душе, умеет вот это вот... Есть в нем и юношеский максимализм. Умеет он вот этого ребенка включать. Да, умеет, то есть душой он еще жив. Бывают люди, понимают, что со временем как будто вот в душе стареют. Вот он молод в душе.
сколько бы лет не было, он всегда будет молод. Или, возможно, человек очень хорошо сохранился. Притом, да, человек, возможно, ухоженный, ухаживает за собой. Может быть, и старше вас, да, но выглядит он шикарно. Красавчик. Я бы сказала, человек сам себя сделал. И здесь, кстати, у человека есть ваше фото. Даже, возможно, совместное фото или конкретно ваша фотография. Здесь сейчас в его жизни происходит, вот человек поставил какую-то перед собой цель, и человек сейчас идет к этой цели. И вы знаете, он здесь сюда вовлекает какое-то общество, да, или каких-то людей, дабы, как сказать, быстрее прийти к цели или чтобы эти люди помогли ему. Да, здесь, возможно, даже человек что-то такое о чем-то серьезном думает. Тут момент каких-то еще испытаний в его жизни, разочарований. Он хочет любви. Он тоже хочет чистой любви. Чистой, серьезной любви, где все прозрачно, где никто нигде не юлит, не хитрит, не манипулирует, не пытается, вы знаете, проверочки, вот это вот все. Да, вот чистые чувства. С этим человеком, я вам скажу, будет поначалу как-то сложно, потому что человек, возможно, да, или очень много работает и будет озабочен какими-то делами, но при том, знаете, он не хочет на вас перебрасывать свои какие-то проблемы или работу, да, он сам справляется с этим. Вот какие-то, знаете, я бы сказала, даже паузы, подождать что-то надо будет. Возможно, сейчас время какой-то паузы между вами, да, вы работаете с собой, он работает над собой. На первый взгляд вам покажется, это знаете даже как может быть, что человек похож на кого-то из ваших знакомых тоже. А может, да, человека вы уже давно-давно знаете. Также и похож очень сильно на вашего бывшего, например. Тоже может быть. Здесь есть такая щетина, бородка. Человек такой сильный, крепкий. Смышленый очень. Я бы сказала, человек умеет очень, кстати, хорошо. Это может быть даже оратор. Говорить. Его все слушают. Это может и генерал быть. Генерал. Он сейчас проходит трансформацию, и вы тоже. Вы одновременно проходите трансформацию. Вам даны вот какие-то проблемы в жизни и ему, и вам, чтобы вы могли это пройти, чтобы встретиться. Чтобы наступила ваша встреча. Я вам скажу, человек сразу же, да, или долгое время, если он вас знает, любит или нравитесь вы человеку. Или, да, если человек этот на кого-то похож из ваших знакомых или бывших, он сразу в вас влюбится. Притом, знаете, увидев вас, у человека будет долго крутиться в голове ваш образ, мысли о вас. Здесь даже вот человек не сможет работать нормально, потому что будет очень много думать. Приедет приезжий, заграничий. Может быть, даже это быть и иностранец. Вы пара. Вы такая пара, знаете, вы вот как вам объяснить-то? Вы вот друг к другу настолько подходите. Вот, например, вы вода, да, а он огонь. Вы можете его затушить, успокоить. Вот вы оба два друг друга стоите, сюда идет. Не в плохом смысле, вы подходите. И притом здесь будете вы что-то восполнять, то, чего нет у вас, благодаря нему. А он будет восполнять за счет вас. Вот вы друг другу даны для того, чтобы что-то восполнить в друг друге.
И притом здесь, знаете, вы оба два, такие вы интеллектуально подкованные, он тоже. Да, здесь, возможно, даже обмен какими-то знаниями. Здесь какое-то такое глубокое общение. Возможно, будете даже и по ночам общаться, разговаривать. Здесь есть момент, когда обоим интересно. У вас даже взгляды на, например, фильмы даже, да. Вы смотрите один жанр, ему тоже нравится такой жанр. Я говорю, что человек будет приезжим. Вы познакомитесь с этим человеком в пути, в дороге или где-то на другой территории в казенном доме. Здесь может быть даже, я бы сказала, такая поездка. Вы туда хотели поехать, да, возможно, вы поедете туда одна или, может быть, с подругой, да, здесь какое-то вот посещение для какой-то радости или посещение для обучения, да, может быть, даже изучать. Вот все равно мы приезжаем в какие-то туристические места, мы что-то вокруг смотрим, нам интересно, любопытно, и помимо этого мы изучаем. Вот здесь тоже может, или, в принципе, дорога, связанная с каким-то обучением. Здесь может быть даже так, что в самом транспорте вы уже будете вместе находиться. И только потом, да, начнется какое-то общение. Мужчина подойдет сам. Мужчина, знаете, хитро подстроит этот диалог, чтобы к вам приблизиться, пообщаться, имею в виду. Да, поэтому мужчина подстроит этот диалог. Может, даже что-то спросит, что ему даже и не надо, но он спросит ради того, чтобы с вами начать какое-то общение. Есть вот такая вот хитрая стратегия. А еще здесь такое чувство, что вы в эту поездку едете для того, чтобы от чего-то очиститься, выпустить пар. У меня показывают, вы едете в новой одежде. Это, скорее всего, даже одежда куплена будет для этой поездки. Хотя, да, могла бы одеть что-то, то, что уже есть, но вот вы туда отправитесь в новом. Новая курточка, новый костюмчик, да, или что-то, платьюшко. Новое на вас будет одето. У вас глаза будут сиять к этой поездке, или вы, когда будете готовиться к этой поездке, вы будете гореть этой поездкой. А до этого, да, вы будете в состоянии такое, что вам хочется от кого-то, от чего-то убежать. И я бы сказала, еще может так быть, что будете, может, и сомневаться, стоит ли, хватит ли, вот, да, какие-то такие могут и подсчеты быть, или, в принципе, сомнение. Над чем-то вы будете думать. Но в итоге вы поедете, и отказываться от этой дороги не стоит, если вы хотите встретить человека. Даже здесь может быть, что вы с ним и знакомы, и вы с ним как раз-таки встретитесь. Будет встреча. Это могут быть даже, может быть, и одноклассник. Встреча одноклассника. На тот момент у вас будет, вот, что касается финансов, ни много и ни мало. Вот достаточно, да, или, возможно, достаточно на эту поездку. Здесь показывают солнечная погода, показывают какие-то деревья. Это может быть даже лесное пространство или природное пространство. Здесь очень много солнца или очень жаркий день. Вы сами наколдовали эту дорогу. Вы сами наколдовали эту дорогу. Возможно, даже, вот знаете, как о чем-то таком подумали, визуализировали, и оно совершилось. Или вы мечтали попасть куда-то, и вы туда попадете. Будет на это какой-то повод или возможность поехать туда. Высокий мужчина или высокий пост, порядочный такой. Здесь начнется ваш разговор, диалог от, знаете, с каких-то
Притом, когда с каких-то умных вещей, о чем-то умном вы будете говорить, но вот знаете, внутри мужчина будет испытывать, вот смотря на вас, легкое такое возбуждение, легкое такое, знаете, покалывание. Вот как-то вы его зацепите разговором. Очень, чем больше вы будете общаться, тем больше вы будете его притягивать. И здесь вот самое главное, девочки, именно ведьмочки, да, которые делали ритуал, смотрите прямо в глаза. Это сближает вашего оппонента, с кем вы ведете диалог. Смотрите прямо в глаза и говорите. Или рассказывайте, о чем-то вы будете разговаривать. Пристально смотрите. Вы, возможно, даже когда будете смотреть что-то интересное для себя, увидите или почувствуете сами. Притом, знаете, на первый взгляд, вот, ну, мужчина, да, вот, но когда начнется общение, я говорю, вот посмотрите именно в глаза, вы можете почувствовать внутри тела своего что-то, что вас тянет, вам нравится. И вот если вы почувствуете, это значит то, что вы ему очень нравитесь. Если вы ничего не чувствуете, то навряд ли это этот мужчина. Вот с этим мужчиной вы что-то именно почувствуете внутри. И здесь, кстати, интуиция вас вовремя что-то подскажет, не подведет. Возможно, даже пока вы будете готовиться к поездке, что-то такое может произойти интересное, что даст намек вам на то, что нужно ехать, что это будет непростая поездка. Здесь вы получите море эмоций, притом, знаете, у вас вот как будто бы вам не хочется возвращаться даже на рабочее какое-то место. Это, кстати, может быть даже и время отдыха, отпуска вернее. И вам не хочется возвращаться на рабочее место, но когда вы вернетесь на свое рабочее место, все ваши мысли будут об этом человеке. Возможно, даже контакт и переписки будут с этим человеком. Здесь хочется сказать, даже, вот знаете, у мужчины будет задерживаться дыхание, когда он будет с вами общаться. Будет как-то поправляться, нервничать. Да. Здесь, знаете, даже испытывать какие-то комплексы. Притом он понимает, что он человек высокого положения, ранга и так далее, да, вот, а он как мышка испугается. Не испугается, а именно перед такой женщиной, вы знаете, нужно снимать шляпу, да, и целовать руку. Вот тут он почувствует такое что-то в себе, именно, что это женщина, что это цветочек, да, что за ней нужно ухаживать, что она нежная, да, чуть не так она убежит, например, ускользнет и так далее. Вот какой-то такой аккуратно будет. Возможно, даже здесь могут быть какие-то джентльменские качества, но вы, вот знаете, будете все на подозрение сводить. Вот тут человек, который все что-то подозревает. Притом вы будете в его руках чувствовать себя безопасно, да, или с этим человеком будете себя чувствовать безопасно. У вас общение будет на протяжении, я бы сказала, и это может быть и переписки, опять-таки, потом, да, после общения. Но здесь очень нон-стоп, хочется сказать. Вы общаетесь, переписываетесь и так далее. Вам интересно. Это может даже быть и долгое общение. Я вам говорю, что у вас кто-то есть. Здесь смотрят женщины, у которых есть уже мужчина. У кого-то может даже выйти, что еще прошлое от вас не отцепился. Идет сюда одно такое слово неприятное. Это не я, да, это именно поток на букву М. Вот слово мудак. Как будто бы за вами вот и еще цепляется какой-то мудак. Притом этот мудак находится уже в каких-то отношениях. И не одних отношениях. Но здесь, да, здесь выделяет вас. Знаете, почему он выделяет вас?
Вот там все налегке, там да, нету дна, непонятно, какая-то несерьезность, легкость поведения, возможно, или нет каких-то четких стратегий, непонятно. А вот с вами все ясно, все стабильно, кушать сварено, как говорится, разжевано и в рот положено, да, с вами какая-то вот уверенность, чистая постель, там все дела, все постирано, убрано. Вы такая хозяйка и заботливая женщина, обо всем позаботиться, даже, да, зная все его носки, какие дырявые нужно выкинуть. Вот вы такая, а вот там нет заботы, там нет опеки, там он все сам, и это ему не очень нравится. Но там есть, да, какое-то веселье, хочется сказать, праздник, торжество, да, выпивки, может быть, какие-то гулянки, легкая жизнь по-дураку, вот, или какие-то, я бы сказала, разнообразные половые сношения, вот так вот. А вот с вами все стабильно, с вами все ясно. И при том, знаете, на вас можно положиться. Вот за этого цепляется из-за какой-то стабильности, какой-то мудак, извиняюсь. Вы уже крест поставили на этом человеке, поэтому не пускайте его в свою жизнь ни в коем разе. Потому что человек что-то может забрать у вас, или же, вот знаете, здесь идет такое слово «подчищать карман», подчищать ваши карманы, или использовать ваши какие-то ресурсы, деньги, или проживать за ваш счет, возможно, даже пользоваться вашим внутренним ресурсом, вашим трудом, вашим временем каким-то. Не тратьте свое время на всяких, извиняюсь, Едьте в эту поездку, притом даже, да, здесь кто-то... Самое лучшее вообще отпустить отношения, или, да, у кого-то может быть сложность, не могу уйти, потому что что-то вот держит, и притом все колет и болит, и держит, и не могу, и хочу, но не могу, да, есть какие-то обстоятельства, есть вот какие-то, извиняюсь, крючки, которые вот вас именно зацепили. Не вас зацепили, а держат вас, как в тисках. И притом больно. И не хочется. Но здесь именно момент такой, что уходить в новые отношения. Или, по крайней мере, на худой конец строить параллельно другие отношения, развивать. Здесь нужно уходить, убегать и сжигать мосты. Вам удастся это при получении какой-то, я бы сказала, денежной цели. Вы должны поставить сейчас в своей жизни, дабы легче уйти, поставить перед собой денежную цель. Здесь у кого-то может быть даже денежная зависимость от кого-то, и вы не можете уйти. Здесь вот как будто бы вам промывают мозги, да, вот кто-то, с кем вы находитесь в паре. Кто находится одинокий, здесь намного проще, да, встретиться с человеком, но все равно здесь встает вопрос о вашей цели, это деньгах. Вам сейчас, скорее всего, не нужно никого ждать и думать. Оно само в любом случае придет. Ваше будет с вами, поверьте. Ни за кем бегать не надо. Это в вашей жизни появится тот мужчина, да, за которым не нужно бегать, цепляться, где ты пропал. Понимаете, мужчина сам будет проявляться в вашей жизни. Вот это и есть ваше. Понимаете, когда человек будет проявляться. Сам звонить первый, сам написывать, сам делать для вас что-то. Воспринимайте его дела, а не слова. Пообещал, да, воспринимайте только дела. Сделал. Не сделал, значит, вот так и в жизни будет, только обещать. Говорят, как, вот много мне лет, да, а как мне проверить быстрее человека, у меня же время идет, надо оно мне или нет. А вы возьмите его и напоите, и вся правда сразу выйдет наружу. Вот понимаете, когда человек под тем состоянием, вот он как раз-таки всего себя выдаст. И вы поймете, какой это человек. Дебошир, может быть, да, такой, который кулаками размахивать, или дурачок, он и по жизни будет дурачок. Или, да, вполне себе сидит и адекватно себя ведет. Может, даже и разговаривает на какие-то умные темы. Ну, вот тоже, я говорю, все просочится сразу же, моментально, без задержки вашего времени. Так, еще смотрим. Давайте посмотрим имя.
У меня буква Н. Н. Николай. Это может быть и Николай. О. Это могут быть даже инициалы. Н. О. Это могут быть буквы, которые присутствуют. А. Больше сюда складывает слово Николай, но не могут же у всех Николай тут быть. Да, здесь Н, О, А. Это ключик, это подсказка. Но мы это и так понимаем. Здесь самое главное, знаете, не бежать быстрее, не торопиться ему написать, позвонить, дать легкое. Он император, он может. Поэтому дайте ему проявляться как мужчина. Пробейте в нем этого мужика, да? Пусть он проявляется первым. Здесь может быть так, что вы захотите быстрее, быстрее, быстрее чему-то торопиться, отношениям и так далее. Вы будете вместе жить, но не нужно опять-таки вам первой идти на это, он должен сам это предложить. Второе, здесь может быть даже человек будет что-то обещать, ждите, когда он это исполнит. А вот только потом под венец, как говорится, да, возможно, можете ему дать какое-то сложное задание, которое он должен выполнить для вас или в чем-то вам помочь. Да, если слиняет, так он и в жизни будет слинивать. Вот здесь вот так, жесткий отбор. Здесь я вижу, вы торопитесь помочь. Я вижу, здесь вы начнете сглаживать какие-то, может, даже, да, углы, острые углы, например, да нет, он не такой, да, в выборе. У вас, кстати, будет несколько выборов. Там еще выходил у нас паж. Это может быть моложе вас, но моложе это не ваш мужчина. Ваш мужчина император. Вам нужен как вы или сильнее вас. Или вы денежная, а вам нужен еще богаче, да, или такого же уровня, как вы. Я вам скажу, что здесь будет, вернее, время о чем-то подождать. У вас будет, возможно, даже с этим императором какая-то некая пауза. Человек будет заниматься своими делами, достижениями чего-то. Здесь о деньгах идет вопрос. У человека в голове будет, знаете, вот какой-то план Барбаросса в плане того, что а где мы будем жить, а как мы будем жить. И я должен все это продумать. Да, вот о чем-то таком. Или подготавливать какое-то гнездышко, почву. Вам не нужно угадывать, вам не нужно бежать за ним. Он сам придет. Здесь, кстати, может присутствовать его мама. У него есть, возможно, мама. Мама-советчица. Но мама даст правильный, нужный совет. Или, возможно, вот идет слово благословение. Благословит. Здесь может даже вот человек уже такого преклонного возраста быть. Где все сложно, по здоровью тяжело. Да. Он, возможно, даже вот ухаживает или помогает, заботится. Знаете, как еще понять мужчину? Посмотрите, как он относится к своей маме. Если он уважает свою маму, он будет уважать и вас. Приедет к вам. Кстати, кто в детородном возрасте, здесь может быть беременность от этого человека. Притом вам не особо хотелось. Или вот знаете, еще не время будете, это время. Если вы забеременеете, то это пришло время. Не бойтесь, здесь могут быть куча страхов из-за ребенка. Знаете, ваши переживания только усугубляют
вот даже находясь в паре с этим человеком, вы будете чего-то бояться, особенно беременности этой, возможно. Но здесь бояться не стоит. Вы сами себе делаете плохо этим самым. Или разрушаете что-то. Не нужно. Да, здесь, кстати, показывают, что человек этот вам даст очень много ресурсов, денежных ресурсов. У вас будет какой-то капитал, силы на что-то. Вот этот человек вам это все даст. Очень мудрый, очень умный. Он на себя будет брать ответственность. Все, что сложное, он будет решать сам. Даже без вас. Кстати, вы скорее будете хозяйка в доме. Это та женщина, которой мужчина кладет зарплату на стол, да, или доверяет все финансы, все какие-то ключики, денежные средства, потайные шкафчики, секреты. Здесь, кстати, около вас будет, сразу же говорю, соперницы. Здесь кто-то тоже посягает на его сердце, тоже хочет ему понравиться. Так, сейчас мы это посмотрим. Здесь кто-то, две соперницы, слушайте. Красавец-мужчина к вам идет. Вот она сама вышла, соперница. Она находится уже далеко на расстоянии. Вы знаете, здесь такое чувство, что здесь была какая-то корыстные какие-то цели по отношению к этому мужчине, что-то забрать, что-то получать. Возможно, кстати, есть совместная работа какая-то, деньги, финансы, да, с этим мужчиной. Или вот какие-то дела денежные, которые вот она хочет или выиграть, или что-то забрать. Она далеко находится, на расстоянии. Вырвать, не просто забрать, а вырвать. У нее цель, план. В итоге здесь, слушайте, здесь вот какую-то часть она получит своих за свой труд, да, человек, то есть женщина это что-то делает, возможно, бывшая женщина, что-то делала, впрягалась. Здесь она получит свою какую-то долю, часть за какой-то труд. Вот она за этим придет, за своей долей. Да, она получит свои какие-то деньги. Вам ни в коем случае не нужно сюда, знаете, здесь человек вам даст все. Да, а та женщина заберет только то, что принадлежит ей по праву. Потому что если вы встанете вот с этим, как между, да, вот этим, то вы потеряете что-то. Она по праву заберет то, что ей принадлежит. Может, даже свои какие-то хозяйственные вещи, да, халаты и так далее. Ну, кто знает, кастрюли. Или в целом это могут быть деньги. Когда вы встретитесь с мужчиной? Время покажет, но это будет, знаете, вот какое-то, я бы сказала, такое стечение обстоятельств, когда вы этого не ждали. А оно всегда, кстати, так. Когда чего-то не ждешь, оно и появляется. Но были какие-то предпосылки, вы о чем-то таком думали. Думали, что вот-вот что-то случится, и оно произойдет. Какое-то вот чудо может быть даже, да, вот вы были в предчувствии или в ожидании какого-то чуда, и это чудо будет этот мужчина. У меня показывает иностранец. В большинстве случаев здесь проиграется иностранец. Девчата, иностранец. Но опять вот сразу же мужчина. Или еще мужчина, который везде побывал, путешествовал. И там, да, по целой земле. Может, даже в дальних каких-то странах и так далее.
У него, кстати, могут быть даже отметочки, да, это может быть магнитики на холодильнике или вот какие-то фотографии из разных стран. Также человек вообще интересуется географией, чем-то таким, путешествиями. Вы вот знаете, я бы сказала, в поездку вы поедете, да, вы будете рады, но все равно внутри какой-то вас будет жрать именно отчаяние, какая-то грусть, какое-то вот такое состояние. Я бы вам рекомендовала в поездке, да и любая, какая предстоит, да и в целом вообще, убирайте эту грусть, да? Но особенно когда предстоит какая-то поездка, вот думайте обо всем самом лучшем. Убирайте прочь всякие негативные мысли, дабы притянуть к себе побыстрее уже этого мужчину, да, этого императора. Держите именно положительную вот эту энергию. На положительную энергию приходят положительные эмоции. Вот помните об этом. Да, на положительную энергию приходит, например, везение, удача приходит, успех, деньги, здоровье, на положительную энергию. Вам нужно поддерживать именно состояние счастья, что я рада, у меня есть руки, ноги, голова, плечи, да, все есть. У меня есть сегодня интернет, у меня есть сегодня телефон, у меня есть сегодня миллионы людей вокруг меня, с которыми я имею право общаться. Могу, если хочу, да, у меня есть то. То есть я вижу все, да, у меня есть зрение там и так далее. Вот за это цените и благодарите жизнь, да, что у вас что-то есть, да, и что будет еще больше. И вот в вашу жизнь как раз-таки будут приходить только положительные эмоции в виде удачи, везения, финансов, любви, счастья, здоровья и так далее. Процветайте, а не гасите это. И вот на момент, когда вы будете ехать, здесь включается такая, знаете, я бы сказала, некая борьба внутри. Со мной все хорошо, у меня, да, я счастлива. Но вот Вася, этот козел, черт поганый, сволочь такая, да, и вот из прошлого, вот этого Васю из прошлого или каких-то людей, которые сделали вам больно, мама, сестра, брат, там, подруга и так далее, убирайте к черту. Пусть, да, будут только положительные у вас мысли, и они притянут положительные эмоции императора. Император этот вам даст положительные эмоции, знания даст. Даже, я бы сказала, работенку. Да, здесь будет, может, даже, знаете, такая совместная работа, прибыль совместная. Или же человек вам даст какие-то шансы и возможности, где вы сможете очень хорошо зарабатывать сама на себя. Радости. Здесь, кстати, возможно, на самом деле свадьба. Будете пировать. Но не зовите своих подруг. Вам достаточно вас и его на этой свадьбе. Максимум свидетеля. Все. Да, родители. И точка. Никаких подруг, друзей. Это ни к чему, опять-таки, хорошему не приведет. Здесь, кстати, зависть может быть. Здесь, кстати, еще идет момент того, что в вашей жизни сразу объявляется мужчина из прошлого. Надежду, хочу надежду, еще шанс. Вам даже страшно видеть, когда появляется мужчина из прошлого, или неприятно. Здесь, кстати, показывает, что человек даже, возможно, да, здесь вот человек как переоделся, причесался, вот так вот, появится в вашей жизни из прошлого, показать что-то из себя. Но это такая, знаете, красивая обертка. На самом деле здесь недоразумение. Дурак. Бывшего сюда пускать не стоит. Бывший может как раз-таки всю малину испортить. Вот именно испортить. И у вас какие-то, смотрю, переживания могут начаться. Да. Не надо сюда бывших. Не надо сюда подруг. Не надо.
Что еще интересного мы можем увидеть? Вы знаете, я бы сказала, занимайтесь сейчас тем, что приносит вам прибыль и деньги. И чтобы это, да, еще момент радовало вас, чем вы занимаетесь. Не искусственно, а на самом деле или делайте то, что вы хотите, и то, что может приносить еще дополнительно вам деньги. Тем самым вы быстрее войдете в серьезные отношения с этим человеком. Здесь быстрее придет в вашу жизнь именно счастье. Любимый человек. Здесь, кстати, на работе, там, где вы сейчас находитесь, в вашем коллективе, есть врагиня, женщина, которая портит вашу работу и обсуждает очень вас. Притом, знаете, видит у вас какие-то достижения, и что вы счастливы. Ну, что вы себя боготворите, притом, знаете, здесь показывают ваш статус намного выше, нежели у нее. Она может быть ниже по уровню или по статусу на работе, на рабочем месте, а вы выше, вы в чем-то умнее и профессиональнее. И она вас хочет вот здесь вот так вот вонзить ножи в вашу спину или в самое сердце. Вот знаете, я вот как-то говорила, кактус – это растение одиночества. Но кактус очень хороший защитник. Особенно на рабочем месте. Кактус, медвежонок – это ваша защита. Вот бывает, продают очень такие маленькие кактусики. Вот поставьте на рабочем, именно не дома, а на рабочем месте кактус. Или туда, куда приходят клиенты, пусть стоит кактус. Маленький с шипами кактус. Бывают такие мохнатые кактусы, а вы поставьте именно с шипами. Да? Или медвежонка, фигурку. Можете и зеркальце поставить. Притом зеркало нужно ставить в направлении от вас, чтобы оно, это зеркало, само вот это отражение смотрело туда, обратно, не на вас. Здесь сразу все встанет на свои места. Я вам скажу, даже вы заметите, как враг, да, или вы понимаете, о ком идет речь на работе, вот сразу как-то, знаете, начнет или с такой благожелательностью к вам относиться, да, вот лебезить, или вот как раз-таки может уйти с этой работы, покинуть это место, да, или что-то может на самом деле произойти, случиться у этого человека, и вы об этом узнаете, или в принципе уже не подходить к вам. Здесь стоит вот как защита. Она, кстати, почувствует здесь что-то неладное, почувствует. Она поймет, что вы что-то делаете. Потому что сразу что-то прилетит. Вот только подумала и прилетела. Только о ней опять подумала, опять ей что-то прилетело. Смотрите, как быстро это будет работать. Кактус. Давайте кактус или медведь. Кактус или медведь. Кактус может, знаете, очень хорошо повлиять на ваше, еще помимо защиты, благосостояние. А медведь, он будет просто вас охранять. А можете и того поставить. Кактус лучше, вот знаете, еще ставить в какой-нибудь такой горшочек, который имеет или нанесение золотое, по золоту. Да, не то, что сусальное, да, вот именно бывают такие горшочки там с какими-то позолотами, да, там вкраплениями или рельефами, именно позолоты, или вот целый золотистый. Вот туда поставьте кактус. Он вам будет и благополучие, и очень хорошо плодотворно влиять на вашу работу, на ваш интеллект, на вашу работоспособность. А медведь вас будет просто охранять.
Притом, знаете, вы сразу же, как поставите этот кактус, вот сразу же и увидите результаты. Моментально. Кактус сработать будет моментально. А медведя для защиты. Медведь не важно, да, в какую сторону он может и на вас смотреть, и против вас. Это не важно. Поставьте его любую игрушку мягкую или фигурку в виде мишки. Это может быть даже и рисунок в виде мишки, медведя. Чем больше медведь, тем больше сила. Ну, в плане того, что, да, вот бывают медвежата, а бывает медведь. Бывает, кстати, продают фигурки, целые сеты, наборы животных. Там и змея, и лошадь, и все, и медведь, вот такие. У меня вот такой вот был медвежонок. Одного медведя, помню, мне подарили, это была фарфоровая фигурка. Их хорошо на рабочие места. Но дома медведя не стоит, потому что медведь вообще... Я вам так скажу, у женщины медведь, вот если мальчику, сыну подарить медведя, хорошо, да, и он находится у вас дома, вы же сына дарили. А вот если вам дарили медведя, или же вы купили себе медведя, вы тем самым вот ставите броню, что с вами боятся познакомиться мужчины. Они видят в вас огромную вот эту силу, мощь, и она отталкивает мужчин. Вы как бы нравитесь, но вот что-то вот есть какой-то барьер, да, вот какая-то, может даже у вас выработаться определенная характеристика такая, которая внешне показывает: не подходи ко мне, вот прибью, вот так вот. Девочкам не стоит дарить медвежат, медведей. У вас, кстати, гарантирован еще и успех тут помимо мужчина и успех, да, у кого-то даже слава, популярность, известность, или пробьется что-то, то, что было посажено, да, посажено зернышко, пробьется. Что-то вы делали скоро. Скоро. Скорее всего, даже и мужчина придет в вашу жизнь скоро. Подождите немного. Все будет. Будет свадьба, будет платье, да, как вы хотели. А чем он сейчас занят, этот мужчина? Ну, мы уже спрашивали, еще раз спросим. Чем он сейчас занят, мужчина? Ой, он здесь, я бы сказала, углубился в себя, познает вот себя, свою жизнь, свое прошлое, да, вот свое, даже вот какие-то, может быть, планы на будущее, но вот он просматривает свое прошлое, прежде чем планировать будущее. Вот как-то вот все по-глубокому. Кстати, человек может увлекаться медитациями, да, или вот духовным миром в целом. Здесь может даже читать такую литературу, что связано именно с чем-то духовным, или просматривать такие видео. Может быть, человек и увлекается какими-то практиками. Он хочет видеть хозяйку в своем доме. Он, кстати, знаете, очень многое в своей жизни поменял, и человек бросил какие-то, не то что, ну, давайте это назовем привычками. То, к чему привык, но это не несло в себе смысла и выгоды. Для него, для его здоровья, для души, для чего угодно, да, не несло. И человек с этим уже сейчас, да, вот прощается. Может быть, даже человек бросил какие-то и вредные привычки. У человека вот жизнь как будто бы сейчас, он понимает, устаканивается, да, все приходит в какой-то... Деньги зарабатываются, инвестиции, да, какие-то, и человек чего-то тоже ждет, когда что-то вырастет в цене, да, или же ждет, когда подымется что-то, какого-то роста. Притом, знаете, вот человек, когда освободился от того, чего ему не нужно, ему что-то пришло более, вот как я скажу, выгодное, деньги, здоровье, да, какой-то ресурс пришел. И человек чувствует, что мне нужно от чего-то освобождаться. Мудрая мысль до человека дошла. И человек хочет в своей жизни женщину. Вот, кстати, этот мужчина, вот давайте посмотрим, какой типаж, да, любит женщин.
Женщина яркая, да, он любит ярких женщин, но при том, знаете, не та, которая яркая снаружи, а пустая внутри, а именно со стержнем, со своим характером, даже которая будет упираться, которой что-то не нравится, да, которая имеет свое слово, а не вот на все согласна. Женщина не просто яркая, но еще и интеллектуальная, да, с которой можно о чем-то поговорить, а не глупышка. Но здесь не обязательно яркое, да, просто вот именно что-то здесь крутится с энергией, например, активная очень, веселая, может даже скорее больше, да, радостная, нежели грустная. Веселых, юмористичных, вот таких, но интеллектуально. Кстати, интеллектуалка. По чувству юмора можно понять интеллект. Вот он, скорее всего, тот человек, который по чувству юмора понимает интеллект женщины. Да? Это не то, чтобы, давай я тебе расскажу анекдот, вот ежик дышал через попу, да, сел на пенек и задохнулся. Ясное дело, все с тобой понятно. Да, вот именно такой юмор, может даже и черный юмор, может даже, да, и в принципе какой-то закрученный юмор, но юмор, который, да, показывает ваш интеллект. Он любит и пошутить. Кстати, вы с юмором с ним схожи. Вы такая же, как и он, по юмору. Вы для обоих трансформация. Он для вас, вы для него. Скорее всего, человек даже, я бы сказала, вы знаете, не был никогда зависим от родителей, что мама подотрет, прожует и в рот положит, да, скорее всего, это даже самостоятельный такой человек. Он может готовить, и ему нет такого, мне стрёмно на кухне стоять и готовить, женщина же там должна быть. Почему женщина? Почему женщина? Женщина тогда даже не должна работать, лежать, понимаете, и отдыхать, прежде чем, да, стоять на кухне. Но вот это не тот мужчина, этот мужчина, да, такое, что нет у него разделения. Вот это должна делать женщина. И не хочет женщина, не надо, да. Хочет отдохнуть, пусть отдыхает. Хочет развлекаться, пусть развлекается. Но здесь определенно какая-то должна быть золотая середина. Вот. Также, знаете, такое чувство, вот как будто бы жизнь помотала этого человека туда-сюда обратно, и причем очень жестко. И человек очень тяжелый проходил трансформацию в своем жизни, и он будет с вами рассказывать о вот каком-то таком тяжелом происшествии в своей жизни. Это может быть даже авария, это может быть операция, да, это что-то такое связанное со здоровьем, да, или вообще вплоть до того, что человек был при смерти, вот о чем-то таком, может быть даже несколько раз. Кстати, человек будет делиться, познакомить вас со своими близкими, и это уже сразу понятно, да, человек стремится с вами строить серьезное что-то. Человек не будет вас скрывать. Возможно, даже здесь может быть знакомство со своими не только родственниками, но и друзьями. А у кого-то есть дети, да, возможно, даже с детьми. Может, от прошлого брака. Вы вот с мужчиной будете, я говорю, хоть вы, да, и находитесь рядом с мужчиной-императором, но вы будете себя чувствовать царицей положения. Под вами будет все. И вами будет приниматься решения, да, какие-то. Не будет такого, что я боюсь своего мужа. Вы не боитесь. Да, вы вот не хотите так, не хотите, хотите вот так вот. То есть здесь нет какого-то тирана. Вы знаете, вам захочется работать. Вам все же захочется работать, да. Здесь у вас 100% будет какая-то деятельность. Притом, да, здесь можно положиться на мужчину, который обеспечит, а он полностью обеспечит семью. Но вы захотите иметь свое дело. Вы будете даже вот сопротивляться чему-то в плане того, что я сидеть не буду. Вам захочется какого-то движения, какого-то, вот знаете, каких-то, как вам объяснить даже, свое вот иметь хобби, пусть даже дело, ремесло.
Да, вам даже захочется, знаете, вот как превратить себя в другого человека. Может быть, да, будете даже или заниматься, да, деятельностью, связанной с красотой, или же вы будете что-то вот красоваться, меняться. Но вы с этим мужчиной очень сильно похорошеете, очень сильно. В помощь и деньги, в помощь и деньги, причем большие ресурсы. У вас в руке с этим мужчиной будут большие ресурсы. Ваши ресурсы. Помимо его, у вас ваши ресурсы тоже есть. Ваши деньги. Мужчина есть. Знаете, да, какая-то все-таки сейчас пауза между вами. Но мужчина быстро появится, резко, вернее, в вашей жизни. Между вами может быть даже сейчас какое-то далекое расстояние. Слушайте, опять эта карта, он вас где-то видит. Или у него есть от вас фотография. Даже есть определенно какой-то образ, да, вот о такой женщине я мечтаю. И вы подобие этому образу. Может даже, да, на стене висеть картина, пусть даже и с вымышленным образом, но этот образ копия вас. Это может быть даже, да, вот, например, женщина с черными волосами, длинными, и у вас точно такое же, да, длинные волосы черные, например. Или русые волосы, или блондинистые, неважно, но вот что-то есть, какое-то подобие. Или ваша конкретная фотография. Тайная жрица. Это о вашей интуиции. Интуиция вам, скорее всего, уже подсказывает. Да, подсказывает. И при том, знаете, закрывайтесь. Вот познакомились, молчите. Делаете что-то, молчите. Не нужно распространяться. Здесь уже быстренько. Быстренько готовы подставлять ухо и слушать. Все хотят знать ваши тайны. Они закрыты сейчас. Если вы огласите, расскажете, распространите, или как это по-другому, какую-то тайну свою, то потом будете сожалеть об этом, переживать. Особенно, да, это касается личных отношений, личной жизни, ну и финансов тоже. Счастье любит тишину. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.